Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня я расскажу вам одну необычную историю из практики нашего мотосервиса. Заваривайте печеньки, доставайте чай, сегодня будет интересно. Сегодня я хочу вернуться в далекий 2015 год, когда трава была зеленее, девчонки красивее, а мы моложе. Я тогда только начинал своими силами учиться перевозить мотоциклы. В 2014 я купил первый фургон. И тогда, в 2015 как раз ездил на нем. Это был очень старый гнилой Volkswagen, который был на год старше меня. Он был 92 года. И это были первые опыты. Они были достаточно интересными и любопытными. Тогда еще у меня был первый фургон Volkswagen Transporter 1992 года выпуска, то есть на год старше меня. Да, я 93-го года рождения. Неплохо сохранился, правда? И тогда я только учился, можно сказать, еще перевозить мотоциклы. Я в 2014-м уволился из автосервиса и начал, в общем-то, заниматься какими-то своими ремонтами в основном, своими делами. Зимой с 2014 по 2015 состоялся переезд мастерской в гараж побольше из Медведкова на Нагатинскую. И дело было летом 2015. У меня раздался звонок, и позвонил человек, которого зовут Михаил. Он в двух словах объяснил мне ситуацию, что произошло. И я прямо, недолго думая, побежал срочно собираться и поехал его забирать. Многие из вас знают прекрасно это место. Представляем, что мы едем в Москве по Третьему транспортному кольцу. Далее съезжаем на Ленинский проспект, то есть в область. А потом, как только мы съехали на Ленинский проспект, сразу же съезжаем под мост на Профсоюзную улицу. Вот под этим мостом и стоял Миша со своим скутером. Ситуация была довольно-таки интересная, потому что скутер выглядел довольно странно. Он был весь в какой-то грязи, в каком-то мусоре. Очень странно, то есть белая 650-ка, вроде бы, не очень грязная от дороги, но вся какая-то я не понимаю, что с ней. Но когда я открыл унитаз и увидел там в прямом смысле какие-то водоросли, какой-то очень такой старый мусор, какую-то землю, мне показалось, что сейчас рыбы откуда-то повыпрыгивают. Естественно, скутер не заводился, потому что полные цилиндры воды, и стартер просто не может провернуть коленвал. В общем, стоять там было не очень комфортно. Мы быстренько это все дело погрузили в фургон и поехали оттуда в сервис разбираться, что дальше с этим всем делать. Едем мы, и я начинаю расспрашивать, как же такое вообще приключилось и что произошло. История оказалась довольно простая. Когда я приехал за мопедом, может быть, от ситуации прошло часа полтора, не больше. Было, в общем-то, вокруг уже абсолютно сухо. Казалось бы, дождь идет часто, а мопеды люди топят довольно редко. Как так получилось? Очень просто. Значит, пока он ехал по трешке, начался дождь. Он съехал под мост и остановился под мостом для того, чтобы надеть дождевик. Пока он надевал дождевик, он доставал его, переодевался там и так далее. В общем-то, особо никуда не торопился. Я уж не знаю, как там устроен слив, но место очень низкое, и он, получается, стоял в самой низине. А дальше, с его слов, дословно цитата. В какой-то момент начала резко прибывать вода. Ее достаточно быстро стало выше колена, а потом
Проехал троллейбус, и мопед смыло волной. В принципе, получилось, что он полностью ушел под воду. Я так понял, что вода довольно быстро ушла. Мопед он выловил, выкатил оттуда, выкатил на обочину, на левую, и поставил на подножку. Но легче от этого не стало. По сути, мопед был утоплен посреди пустыни. Недавно один клиент с Камчатки мне написал такую вещь, что типа у нас очень маленький остров, не то что Москва. И я ему на это ответил: да, Москва большой остров. Ну, мне кажется, он не понял юмора. В общем, остров большой, и утонуть здесь как нефиг делать. Скутер на тот момент был достаточно живой. Он был 2002 года, и пробег у него был всего лишь 30 тысяч примерно. Миша был, собственно, первым и единственным владельцем после Японии и планировал на этом скутере ездить долго, как, кстати, впоследствии и получилось. Соответственно, привезли мы это все дело в сервис. Какое-то время он у нас постоял, посох. Мы выкрутили свечки, выгнали из цилиндров воду стартером, поменяли масла, промыли мотор, редукторы. Все это дело завелось, ожило. Вроде бы все прекрасно. Пока он постоял, немножко подсох, там даже на приборке там влага на стекле с обратной стороны начала испаряться и так далее. Я сразу ему сказал, что, друг мой, во-первых, сразу меняй колесные подшипники. У нас он это делать не захотел, решил испытать немножко судьбу и посмотреть, что будет дальше. И я говорю: вообще готовься сразу вскрывать вариатор. Лучше это сделать прямо вот сейчас. Делать он этого тоже не захотел, сказал, что я пока поезжу. Окей, хозяин-барин. В общем, что могли, поверхностно мы проверили, базовые какие-то процедуры сделали, и он уехал. Правда, ненадолго. Примерно через полчаса он кое-как прикатил его обратно. Как-то он ехал, но очень плохо. Собственно, вариатор закончился. Не выдержал он лежания на дне морском. Далее мы стали разбираться, вскрыли варик, намучились со снятием шафт-адаптера. Это был один из первых нижегородских шафт-адаптеров, с которым я столкнулся. И это было мучение страшное, вплоть до того, что там еще чуть-чуть и сняли бы двигатель. В конечном итоге варик разобрали, датчик первичного вала, насколько я помню, там помер, и в муфте, в первичном валу смазка превратилась в какую-то такую белую субстанцию, как позже выяснилось, как и во всех колесных подшипниках, и не только колесных, и смазка стала похожа на какой-то клей или что-то вроде того. Естественно, когда это все нагрелось при работе, оно все сразу люто заглючило. В конечном итоге мы это все собрали, он стал кататься, после чего неоднократно еще приезжал в ремонт. Я наблюдал этот мопед до пробега 130 тысяч километров. И никаких проблем у него не было с двигателем. Ремней он порвал несколько штук за это время. У него был и 4-шпоночный вал. Да, это тот самый мопед, кстати, про который мы с Женей Матвеевым снимали на ютубе видео. Когда у него обломился первичный вал. Кстати, единственный на моей практике сломанный первичный вал из того, что я помню. Бывало всякое, срезало шлицы, что угодно, но первичный вал единственный. Это когда добили уже первый нижегородский шафт-адаптер, я ему сказал: успокойся, выкинь его и езди с дизельным звуком. Он решил обратиться к производителям этого нижегородского шафта
и они ему его поменяли на другой. А на другом у него через пару недель ломануло новый первичный вал за кучу денег. Вот. Мораль: не испытывайте судьбу. В общем, с тех пор у меня в телефонной книге этот клиент так и записан. Миша утопленник. Собственно, он уже сам привык, что я его так называю, сам так представляется. И, в общем-то, клиент такой своего рода уникальный, потому что он очень много проехал. Он там сначала ставил бэушные ремни, там какие-то средней живости, потом стал ставить новые, потом стал много ездить, ну и так далее, и так далее. История там была длинная. Вот. А в прошлом сезоне что-то не приезжал, но он что-то говорил, что хочет купить более свежий мопед. И я так думаю, что он просто поменял его на более свежий, потому что, ну, он все-таки уже очень сильно укатанный. И, наверное, пора бы. История, конечно, поверить в нее сложно, но она была. Именно поэтому я вам ее и рассказываю. Надеюсь, что вам было интересно. Напоминаю вам, что я делаю это все для вас. Записал сегодня видео в несколько новом формате. Пробую это делать дома. Пробую, учусь выставлять свет. Вот обзавелся петличным микрофоном. Учусь монтировать. Купил себе ради этого мощный игровой ноутбук. В общем, буду рад любым вашим реакциям, лайкам, дизлайкам, комментариям и всему на свете. Любая активность помогает мне расти и мотивирует меня двигаться дальше. Кстати, напоминаю, что мы очень близки к 1000 подписчиков, и розыгрыш 5000 рублей в силе. Для тех, кто хочет в этом розыгрыше поучаствовать, прямо под этим видео напишите комментарий, который будет начинаться со слов «Хочу к вам в сервис». Розыгрыш 5000 рублей на обслуживание в нашем сервисе или на запчасти на нашей разборке, если вы находитесь в регионе. И помните, что чем больше людей досматривает это видео до конца, тем быстрее мы достигнем этой цифры и проведем розыгрыш. А дальше и другие розыгрыши. На 2000 я уже тоже планирую разыграть еще 5000 рублей. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!